Точно так же, как Ленинградский вокзал находится не в Ленинграде, с него можно попасть в Ленинград из Москвы. Московская компания не была основана в Москве. Ее основали в Лондоне, чтобы попасть в Китай. Я уже чувствую, что требуются серьезные пояснения. Отправляемся в XVI век, в Высокое Возрождение, к Копернику и конкистадорам. Грубо говоря, Америку открыли из-за турков. Не говорите этого в школе на уроках. Но до середины 15 века Европа успешно торговала с Азией по Великому Шелковому пути. Как вы знаете, он только назывался шелковым, но по этой магистрали возили самые разнообразные товары, составлявшие основу торгового обмена между Востоком и Западом. Специи, фарфор и стекло, шелк и другие ткани, красители, опиум, металлы, благовония и так далее. За подробностями, пожалуйста, в мое видео о шелке. Этот сухопутный торговый путь, точнее конгломерат дорог, городов, рынков, караван-сараев, в средние века контролировался Константинополем и итальянскими городами-государствами – Венецией и Генуей. Но в 1453 году Османская империя взяла Константинополь и эффективно перерезала эту связующую нить между Европой и Азией. Не то чтобы турки прямо не давали европейцам торговать с Востоком, но они брали высокие пошлины и вообще были нехристями, и договориться с ними было трудно. И европейцы решают искать обходной путь в Индию, а также Китай и к островам специй, то есть в Индонезию. Португальцы были передовиками и начали упорно пытаться оплыть вокруг Африки. В 1488 году Бартоломео Диаш обогнул мыс Доброй Надежды, а через 10 лет Васко да Гама наконец добирается до Индии морем. Тем временем Христофор Колумб решил попробовать зайти слева и нечаянно открыл новый континент. Но плыл он, как вы понимаете, все туда же. И благодаря этим инициативам к началу XVI века Португалия и Испания становятся самыми мощными европейскими странами, фактически прибирая под свой контроль морскую торговлю как с настоящей Индией, так и новой Западной Индией, Вест-Индией, и получая от этого огромные доходы. Индийский океан был фактически Португальским океаном, и Карибское море было по существу Испанским морем. Другие европейские страны пытались вклиниться в этот гешефт, но у них получалось плохо. А что же в этот момент делала Англия, про которую мы привыкли думать как об империи всех империй, над которой не заходит солнце? Откровенно говоря, в дошекспировскую эпоху там было еще не на что смотреть. Это были мокрые задворки Европы, чьи короли не могли справиться с ирландцами и шотландцами на собственном архипелаге, куда уж им было захватывать заокеанские территории. Величие Британии было впереди, королева Елизавета еще в пеленках. Но английские купцы с волнением читают о приключениях Магеллана и о том, что испанцы нашли таки западный путь на восток. Но как же, Господи, далеко оказалось до туда плыть? Без двух великих каналов, Панамского и Суэцкого, морские пути из Западной Европы в Восточную Азию лежали в обход целых континентов, или Африки, или обеих Америк. Все заинтересованные державы помешаны на обнаружении так называемого северо-западного прохода, морского пути вокруг Америки сверху, со стороны Ледовитого океана. Глобусы тогда только начали делать, но интуитивно было такое впечатление, что с севера обогнуть Америку будет проще, чем плыть сначала в южное полушарие, а потом назад. На деле же это оказалось гораздо труднее, точнее невозможно.
Большую часть времени море к северу от Канады забито льдами. Только в 20 веке Руаль Амундсен сможет, наконец, полностью пройти северо-западный проход. А во времена Колумба брал экспедиции англичан, португальцев и французов, дали нам карты восточного канадского побережья. Но спасибо, если они вообще возвращались домой из этой авантюры. Многие не возвращались. И далеко на запад им пробиться не удавалось. Англичане трижды отправляли отца и сына Каботов. Это англизированная итальянская фамилия Кабота. Эти итальянцы натурализовались в Англии и стали знаменитыми английскими путешественниками. Так вот, их трижды отправляли искать северо-западный проход. И трижды они возвращались в Бристоль ни с чем. Каждое такое приключение требовало больших ресурсов, которых у британской короны не было. И каждая неудача снижала энтузиазм монархов по поводу этой авантюры. Капоты уже плавали преимущественно на деньги бристольских купцов, а от королей они получали только чартер, бумажку, разрешающую эту деятельность. И в конце концов, неунывающие английские купцы, слабо поддерживаемые родным правительством в их желании исследовать земной шар, совершили принципиальный переворот в экономике. Они начали организовывать корпоративные организации нового типа – акционерные общества с ограниченной ответственностью. До этого люди объединялись в коммерческие предприятия по принципу гильдии или цеха. Цеха объединяли профессионалов в одной области и обеспечивали им наиболее безопасные и коммерчески выгодные условия работы и торговли. Может быть, не самые выгодные для отдельных членов, но выгодные для большинства. В цех могли входить только профессионалы одной, зачастую очень узкой специальности. Как, например, на острове Мурана стеклодувы, делавшие зеркала, составляли отдельный цех, куда не принимали людей, делавших, скажем, вазы или бусы. Члены цеха могли получать финансовую поддержку от цеха и сбрасываться для проведения каких-то дорогостоящих затей. Но это было только для своих. Акционерные же общества были принципиально другим способом финансирования коммерческих предприятий. Купцы и просто люди, у которых были свободные средства, которые они хотели с выгодой инвестировать, начали объединяться в братства, как они поначалу назывались, и вкладывать деньги в общий котел в обмен на акции, представляющие собой пропорциональное выражение вашего вклада в общее дело. В «Незнайке на Луне» отлично это описывается. Допустим, выпускалось 10 акций по 20 фунтов каждая, и человек мог купить одну акцию, тем самым вкладывая в предприятие 20 фунтов, или 3 акции и тем вложить 60 фунтов, или, если это было позволено уставом, даже пол акции, вложив 10 фунтов. После окончания предприятия выручка снова делилась на 10 частей, и сколько у вас на руках было акций, столько частей навара вы получали. Если вы, конечно, вообще получали навар, а не прогорали. Но в случае банкротства компании ты мог потерять только деньги, потраченные на акции. Судебные приставы не могли начать описывать ваше имущество. И в этом состояла ограниченность вашей ответственности. И в середине XVI века предприниматели и инвесторы начинают организовываться в такие акционерные общества для финансирования рискованных, но потенциально очень выгодных заокеанских авантюр. И весьма вероятно, первым настоящим ООО была компания, организованная в Англии в самом конце правления юного короля Эдуарда Тюдора. В 1553 году Кабот-младший Себастьян, у которого Канада с ее айсбергами, видимо, уже в печенках сидела, сговаривается с бристольским капитаном Ричардом Ченслером
и заручается поддержкой видного придворного офицера сэра Хью Уиллоби. И эти трое выходят на рынок с интересным предложением – попробовать добраться до Китая и потенциально до Индии не через северо-западный, а через северо-восточный морской путь, через загадочную Московию по большим северным рекам. В принципе, это соответствовало тогдашним географическим представлениям. Про Россию тогда в Европе знали не больше, чем про только что открытую Америку, а про то, что происходит на восток от Волги, и в самой России знали немного. Как российские, так и западные и восточные географы полагали, что если достаточно долго плыть вверх по Северной Двине или по Оби, то в конце концов приплывешь в Китай. Так вот, Кабот, Чанслер и Уиллоби организуют акционерное общество. Изначально оно называлось Mystery and Company of Merchant Adventurers for the Discovery of Region, Dominions, Islands and Places Unknown. Компания купцов-авантюристов для открытия регионов, доминионов, островов и неведомых мест. Обратите внимание на устаревшее значение слова «mystery». Здесь это не тайна, как в современном английском, а какая-то закрытая организация, гильдия. И купцы-авантюристы начинают выпускать акции и собирать средства на открытие новых земель и альтернативной дороги в Китай. Первичный капитал компании составлял 6000 фунтов стерлингов, и он делился на 240 паев. Эти паи стоимостью 25 фунтов каждый купили 201 человек, из которых 199 были мужчинами и 2 женщинами. Среди них были как предприниматели из третьего сословия, так и придворные. Король, насколько мне известно, инвестором не был, но он дал компании чартер плыть на восток и разведывать, как там что, и торговать с кем придется по пути. Первую экспедицию купцов-авантюристов возглавил сэр Уиллоби, который был единственным опытным военным в компании, хотя он и не был мореходом. Он с большим успехом воевал против шотландцев на суше, и была надежда, что он быстро акклиматизируется на палубе, потому что ни у кого даже не было сомнений, что руководить всей этой операцией должен был военный. Несмотря на то, что в учредительных документах компании было специально прописано, что нужно стараться налаживать как можно более мирные контакты со встречными аборигенами ради успеха торговли. И 11 мая 1553 года из лондонского порта вышли 3 судна. У сэра Уиллоби под командованием была Бона Эсперанса, и у Ричарда Чанслера еще 2 – Эдвард Бонавенчер и Бона Конфиденция. Никто не надеялся, что их путь будет усыпан розами. Они проплывали мимо Норвегии, когда шторм обрушился на корабли и отделил Эдвард Бонавенчер от других 2 судов. Бона Конфиденция и Бона Эсперанса нашли друг друга, пересекли Баренцево море и уперлись в Новую Землю. Некоторое время они шли вдоль побережья, а затем повернули на юг в сторону Скандинавии. Однако в устье реки Варзины, это на побережье Кольского полуострова, восточнее современного Мурманска, судно застряло во льдах. Вот как Уиллоби описывал это в своем дневнике. 18 сентября мы вошли в гавань и бросили якоря на глубине 6 сажен. Гавань эта вдается в материк приблизительно на 2 мили, а в ширину имеет пол-лиги. В ней было много тюленей и других больших рыб, а на материке мы видели медведей, больших оленей и иных странных животных и птиц, как, например, диких лебедей, чаек, а также других неизвестных нам и возбуждавших наше удивление. Пробыв в этой гавани с неделю и видя, что время года позднее и что погода установилась плохая, с морозами, снегом и градом, как будто бы дело было в середине зимы, мы решили тут зимовать. Поэтому мы послали 3 человека на юго-юго-запад посмотреть, не найдут ли они людей. Они проходили 3 дня, но людей не нашли. После этого мы послали еще 4 человека на запад, но и они вернулись, не найдя никаких людей. Тогда мы послали 3 человека в юго-восточном направлении, которые таким же порядком вернулись, не найдя ни людей, ни какого бы то ни было жилища.
Просто как сказку читаешь. Направо пойдешь, ничего не найдешь, налево пойдешь, тоже ничего не найдешь. Не найдя людей, англичане решают оставаться там на зимовку. Местные жители найдут английские корабли на следующий год весной. 2 огромных корабля невиданной постройки, доверху полные всяким ценным товаром. И 63 замерзших мертвых тела, в том числе и капитана Уиллоби, с пером в руке над судовым журналом. Поморы решили, что заморские гости просто замерзли во время холодной зимы, но Уиллоби и его люди были хорошо снабжены для зимовки на борту корабля. У них было достаточно еды для путешествия в Азию, и у них было много теплой одежды. Между прочим, основным товаром, который они тащили в Китай, была английская шерсть. Поэтому сейчас историки полагают, что Уиллоби и его команда умерли не от голода и холода, а от угарного газа в запертом трюме, стараясь обогреться. Ченслеру повезло больше. Прождав неделю своих товарищей, он решается в одиночку идти вперед. Он приводит Эдвард Бонавенче в Белое море, где местные рыбаки были поражены огромными размерами его корабля. И в конце концов достигает гавани Николо-Карельского монастыря на реке Северной Двине. Это недалеко от современного Архангельска, на тот момент еще не построенного. И там он узнает, что находится во владениях царя Московского. Холмогорские выборные головы отписали царю в Москву о приходе от английского короля Едварда, посла Рыцарта и с ним гостей. И 23 ноября по государеву указу Ченслер отправляется в Москву. И там он вручает свои верительные грамоты от 16-летнего короля Эдварда Тюдора 23-летнему царю Ивану Васильевичу Грозному. У России в то время были свои проблемы. Это было задолго до того, как Петр в Европу прорубил окно. И поэтому, когда Иван, будущий Грозный, узнал, что, оказывается, в Европу можно попасть через чердак, он очень обрадовался. И он написал официальное письмо английскому сюзерену, кем бы он ни был в момент прибытия канцлера, что он будет рад организовать торговое сотрудничество и обещал торговые привилегии. Когда капитан вернулся на родину осенью 54-го, юного короля Эдуарда на троне уже сменила королева Мэри. Мария Кровавая, Мария Католичка, сводная сестра и предшественница Великой Елизаветы. Та самая злая сестра леди Мэри, которая запрещала своим служанкам смеяться, чтобы они не погубили свою бессмертную душу в принце и нищем. Потому что умерший в реальности король Эдуард был тем самым принцем из сказки Марка Твена о принце и нищем. Королева Мэри переименовала компанию The Marchants Adventurers of England for the Discovery of Lands, Territories, Isles, Dominions and Seigneuries Unknown, and not before that late adventurer or enterprise by sea or navigation commonly frequented. Общество английских купцов-изыскателей для открытия стран, земель, островов, государств и владений, неведомых и доселе морским путем непосещенных. Для краткости Moscovy Company, Московская компания. Прошлым летом мы заключали договор на страхование, и наш банк не мог вписать название страховой компании в договор, потому что оно не влезало в строчку в электронной форме. Мы из-за этого чуть не потеряли страховку, потому что компания отказывалась сокращать свое название. Нам пришлось продолжать название на следующей строке, где уже шел адрес: город, улица. Над нами смеялся весь банк. Так вот, королева Мэри переименовала компанию в Московскую компанию и отправила канцлера назад в Белое море и в Московию. В 1555-м он узнает о судьбе сэра Уиллоби и его товарищей. Он проведет 56-й год в починке Бона Эсперанса и Бона Конфиденция, дальнейших исследованиях севера и переговорах с царем. Иван IV выдаст англичанам льготную грамоту, которая давала московской компании право свободной беспошлинной торговли в оптом и в розницу, а также разрешала построить свои дворы в Москве, Холмогорах и Вологде.
таможенники, воеводы и наместники не имели права вмешиваться в ее торговые дела. И дело пошло. Англичане радостно повезли в Россию свое сукно, которое Россия с таким же энтузиазмом покупала, что, кстати, даст англичанам нездоровую уверенность в ценности своей ткани. Впоследствии они попытаются наладить подобную же торговлю в Индонезии и Индии и будут страшно разочарованы, что там шерстяные ткани совершенно не пользуются спросом. Но это уже рассказ о другой, гораздо более знаменитой и печально известной акционерной компании Ост-Индийской, которая была так успешна, что однажды провела фактически рейдерский захват целого субконтинента. Если вам было бы интересно об этом послушать, напишите внизу. Вы удивитесь, но из Англии в Россию в те годы везли железо, медь, свинец, золото и серебро. Англия тогда была крупным экспортером металла, а Россия еще ничего не выкопала из глубины сибирских руд. Из английского сырья московиты делали оружие и чеканили монету. В свою очередь, из России в Англию везли тоже интересный список товаров. Большинство из них требуется для кораблестроения. Веревки. Россия долго была знаменита веревками. Строевой лес, деготь, лен и коноплю, сало и поташ. Из вещей роскошных в Англию везли меха и кожу, а также московская компания транспортировала экспрессом напрямую в Италию и Отtomанскую империю черную икру, которая в XVI веке была уже знаменитым деликатесом. Икра черная, красная, да, заморская икра. Баклажанная. Я понятия не имею, как они ее консервировали. Наверное, солили. Через год Ченслер отправится назад в Англию уже в сопровождении первого российского посла Осипа Григорьевича Непеи со свитой. У Ченслера было на тот момент уже 4 корабля, и ни один из них не доберется до родины. Последний с Ченслером и русским посольством на борту попадет в жестокий шторм и разобьется у берегов Шотландии. И Ченслер погибнет в том кораблекрушении. Но Осип Непея выплывет, и он попадет в плен к диким шотландцам, которые отпустят его только через несколько месяцев. В марте 1957-го он в сопровождении солидной свиты будет переправлен в Лондон, и там в течение 2 месяцев городские власти и бизнесы будут его всячески чествовать, кормить и одаривать. И под конец с дарами от королевы-царю он благополучно вернется в Москву. Ченслера сменил на посту Энтони Дженкинсон, Антон Янкин в русской традиции, тоже выдающийся энергией и смелости человек. Дженкинсон продолжил попытки добраться через Московию до Китая, и в конце концов упорному англичанину удалось добраться до Бухары. В другой раз он сделал рывок в Персию. И да, Дженкинсон подтвердил, что сухопутный путь в Персию через Россию и сопредельные земли был возможен. Но не сказать, чтобы им начали пользоваться, потому что он шел через, мягко говоря, неспокойные регионы, и даже рисковые купцы не желали соваться в эти степи и полупустыни, где тебе могли в любой момент отхватить голову. К этому моменту в Англии снова сменилась власть, и на трон вступила Великая Елизавета. Через контакты, налаженные московской компанией, между Елизаветой и Иваном Грозным завязывается довольно оживленная переписка, учитывая сложности ведения зарубежной корреспонденции в то время. Ни e-mail'ов вам, ни Google Транслейтера. Ходят упорные слухи, что Иван Грозный якобы просил Дженкинсона зондировать королеву Елизавету насчет перспективы брака. То есть якобы муссировалась идея им жениться, Ивану IV и Елизавете I. Но несмотря на то, что Иван постоянно искал возможности на ком-нибудь выгодно жениться, навряд ли он вправду думал взять за себя английскую королевну, которая была всего на 3 года его младше и с его точки зрения совсем не хороша собой. Но Иван
с годами все глубже увязавший во внешне- и внутреннеполитических конфликтах и только частично оправдываемой ими паранойи, всерьез интересуется, не предоставит ли ему Елизавета политическое убежище, если ему придется бежать из страны. Интересно, что он настаивал на заключении симметричного договора о предоставлении убежища с клятвами, целованием креста и наложением большой государственной печати. Елизавета деликатно, но твердо отказалась его заключать, резонно заметив, что если она начнет просить парламент ратифицировать ее право смыться в случае чего в Россию, то ее подданные могут про нее что-нибудь нехорошее подумать. В результате к 1570 годам медовый месяц между Россией и Англией закончился. Иван Васильевич обиделся на неуступчивость пошлой девки, как он однажды назвал королеву в письме, и отобрал у московской компании право на свободную торговлю и судоходство по Волге. Дженкинсон попытался восстановить привилегии компании, но охлаждение англо-русских отношений было налицо. Смерть Ивана IV не улучшила ситуации, смутное время, не до претензий каких-то иностранных купцов, которым не заплатили за товары. А после казни Карла I в 1648 году царь Алексей Михайлович вообще на время изгнал английских купцов из России, а нечего рубить головы помазанникам Божиим. По ходу того, как оба государства перестают быть замкнутыми в себе и находят новые возможности для торговли со всем миром, взаимные монополии перестают иметь смысл. Петр прорубает окно в Европу, и значение старого чердака в Белом море неудержимо падает. Постепенно голландские купцы заменили англичан в качестве доминирующих иностранных торговцев в России. И московская компания утрачивает свое исключительное место, хотя еще долго сохраняет свои монопольные привилегии как единственная английская торговая компания в стране. Ну и для Англии обстановка меняется. В 17 веке португальцы уже не единственные европейцы, которые могут обойти морем Африку и поставить фактории в Индостане и на Яве. В 1600 году в Лондоне основывается Ост-Индийская компания, которая берет на себя торговлю со странами Юго-Восточной Азии. Да настолько успешно, что превращается к XVIII веку почти что в самостоятельную страну со своей армией и политикой и фактически присоединяет к Великобритании значительную часть Индии. Идея о том, что в Китай нужно пробиваться через Россию и Персию от Ледовитого океана, становится исторической нелепицей, о которой все забывают. И теперь только экономисты иногда вспоминают, что московская компания купцов-авантюристов «Неведомые земли» была первым полноценным акционерным обществом, предтечей всех современных корпораций. На сегодня у меня все. Вы можете больше прочитать о компании в книгах и статьях из списка литературы внизу на русском и на английском. Не забудьте сказать, хотите ли вы узнать подробнее о подвигах и злодействах Ост-Индийской компании или, может быть, какой-нибудь другой корпорации. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго и до свидания.